Здравствуйте, дорогие любители вязания! Наша подписчица Наталья Лебедева прислала к нам в группу ВКонтакте вот такие фотографии и попросила помочь разобраться ей в схеме, связать узор такой, сделать мастер-класс. Когда мы стали смотреть подробно эти фотографии, то поняли, что это разные. Узор один, а фото к другому узору. И вот что выяснилось. Вот этот узор, схему и описание к этому узору предлагают в интернете платно. Может быть, где-то есть уже схема, но вот мы не нашли. А фотография схемы, вот, это схема к модели из журнала Сабрина номер 9 2000 года. И что еще можно заметить? На узоре рядом с большими листьями вот такие маленькие листочки или ягодки, а вот на схеме показаны шишечки. И вот на модели тоже узор с листьями и с шишечками. Так что это две разные фотографии, они друг к другу никак не относятся. Но мы нашли похожий узор и схему к нему. Вот такая модель была в журнале Верена, в старом журнале в 90-х годах. Может быть, кто-то подскажет номер этого журнала и год выпуска, но вот мы не нашли. Вот такая замечательная кофточка. И вот узор очень похож, только там листиков поменьше, чем на фотографии, которую к нам прислала Наталья. И мы сейчас с вами свяжем этот узор. Вот схема этого узора, по которому мы будем вязать. Я не буду на ней подробно останавливаться. Части схемы будут, как всегда, вверху, в верхней части видео. Вы будете вязать и смотреть на них. Я только хочу сказать, что раппорт узора в ширину составляет 37 петель, а в высоту 58 рядов. И когда вы будете вязать модель этим узором, вы будете первый раз вязать с 1 по 58 ряд, затем повторять узор с 7 ряда по 58. Вот эти вот первые 6 рядов вы вязать не будете. Нам понадобится дополнительная спица для вязания кос. Набираем на спице 37 петель плюс 2 кромочные, 39 петель. Я буду вязать узор вместе с вами первый раз. Просто мне жалко времени отдельно вязать образец большой и еще потом вместе с вами вязать его в узоре. Мне просто вот у меня нету времени. Поэтому я с вами буду вязать вместе. А то, что получилось, я потом выставлю в начале видео. Я люблю, чтобы в видео был показан конечный результат, что мы должны связать. Итак, первую кромочную мы снимаем, последнюю кромочную мы провязываем изнаночной. Каждый раз я об этом не говорю. Я говорю только петли раппорта. Вяжем первый лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая. Повторяем так еще 6 раз. 2 изнаночных, 1 лицевая, второй раз, 2 изнаночных, 1 лицевая, третий раз, 2 изнаночных, 1 лицевая, четвертый раз, пятый, шестой и седьмой. Всего вот так вот нужно провязать 7 раз. 2 изнаночных, 1 лицевая. Дальше у нас будет 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая и 3 изнаночных. Вот такой у нас первый ряд.
второй изнаночный ряд, и все изнаночные ряды в этом узоре вяжем петли по рисунку, то есть вяжем петельки так, как они на нас смотрят. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные мы вяжем изнаночными, а накиды у нас будут здесь еще, накиды мы будем вязать изнаночными. Я такие ряды буду в видео пропускать. Мы будем вязать только с вами лицевые ряды, и я буду говорить номер ряда. Третий лицевой ряд мы вяжем точно так же, как первый. Или можно сказать, что мы третий лицевой ряд вяжем петли по рисунку. В четвертом изнаночном ряду петли также вяжем по рисунку. Вяжем пятый лицевой ряд. Провязываем 5 изнаночных. Из следующей петельки мы вывязываем 5 петель. Вяжем лицевую петлю, петлю с левой спицы не снимаем. Лицевая петля, накид, лицевая петля, накид, лицевая петля. Все, снимаем петлю с левой спицы, и вот так вот мы из одной петельки вывязали 5. Далее у нас будет 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. И снова из следующей петельки мы вывязываем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Дальше будет 12 изнаночных. Три лицевых. И до конца ряда мы вяжем 10 изнаночных. В шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 7 лицевой ряд. 5 изнаночных, 5 лицевых, 1 изнаночная. Следующие 2 петельки нужно перекрестить в правую сторону. Вот тут можно взять дополнительную спицу, оставить одну петлю за работой, следующую провязать лицевой и петлю с дополнительной спицы провязать изнаночной. Мы просто поменяем местами. Вот так вот первую петельку мы, вторую оставляем за первой, провязываем лицевую петлю и вторую петельку мы провязываем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных, 5 лицевых, 11 изнаночных. Затем здесь уже берем дополнительную спицу, оставляем одну петлю на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевых и петля с дополнительной спицы тоже провязывается лицевой. И до конца ряда будет 10 изнаночных. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 9 лицевой ряд, 5 изнаночных, и вот этот у нас листик или ягодка, мы его закругляем. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Вот я провязываю за задние стенки. Дальше будет лицевая петля, и 2 вместе нужно провязать в правую сторону. Я провязываю за передние стенки, но петельки при этом приворачиваю. Вот так.
Я вяжу бабушкиными петлями, поэтому те, кто вяжет классикой, то в первом случае делает протяжку, одну петлю снимает, провязывает лицевую петлю и протягивает ее через снятую. И во втором случае петельки провязываются 2 вместе лицевой за передние стенки. Просто они не переворачиваются. Ну а вот кто вяжет бабушкиными петлями, как я, то нужно вязать так. Дальше у нас будет изнаночная, лицевая, изнаночная, и из следующей петельки мы снова вывязываем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Дальше будет изнаночная петля и закругляем листик. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет 9 изнаночных. Берем дополнительную спицу, 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые, и петли с дополнительной спицы провязываем 1 лицевую и 1 изнаночную. Дальше посмотрите на схему. У нас стоит цифра 1. Это значит, эту петельку нужно провязать следующим образом. Сделать накид, провязать лицевую петлю и сделать накид. Мы начинаем вывязывать большой лист. Вот так мы провязали эту петельку, и до конца ряда у нас будут изнаночные петли. Вот их 10 петель. 10-й изнаночный ряд я провяжу вместе с вами. Мы вяжем петли по рисунку. Лицевые петли мы вяжем лицевыми. Изнаночные мы вяжем изнаночными. Накиды мы тоже вяжем изнаночными. Вот, провязали мы первую часть узора, и вот мы дошли до листиков. Вот они у нас, эти листики, вот у нас 3 лицевых, да? Мы до них дошли, и в изнаночном ряду мы все 3 петельки провязываем изнаночной. Вот про это не надо забывать, что мы эти листики закрываем на изнаночной стороне. Далее у нас будет вот лицевая петля, и петельки, которые мы вывязывали, 5 петель из одной, мы все петли вяжем изнаночными, 5 изнаночных. Затем у нас будет лицевая, изнаночная, лицевая, и снова у нас петельки листика, 3 петли, мы провязываем их вместе изнаночной. И до конца ряда у нас будет 5 лицевых. Вот, посмотрите, мы закрыли маленькие листики или ягодки. Кто как называет этот узор, кто гроздья винограда, кто ветка вьюнка, что-то вот в этом роде. Ну, короче, вот так красиво у нас получается. Вяжем 11 лицевой ряд, провязываем 6 изнаночных. Дальше перекрещиваем 2 петли вправо, меняем местами петельки так, чтобы первая петля за первой оказалась. Провязываем лицевую петлю и вторую петлю провязываем изнаночной.
Дальше будет изнаночная петля, 5 лицевых, 10 изнаночных, оставляем одну петлю на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые, петля с дополнительной спицы у нас провязывается тоже лицевой. Дальше вяжем лицевую петлю. И теперь нам нужно вывязать изнаночную, скрещенную из протяжки. Вот, поднимаем вот эту протяжку между петлями на левую спицу и вывязываем из нее изнаночную петельку за переднюю стенку, вот за эту переднюю стенку. Вот так вот, чтобы не было дырочки. Вот так мы вывязали из протяжки изнаночную скрещенную. Дальше у нас будет изнаночная петля. Следующую петельку, смотрите на схему, она у нас под цифрой 2. И мы ее провязываем так. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Дальше будет изнаночная петля. 2 вместе провязываем изнаночной. И 7 изнаночных до конца ряда. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 13 лицевой ряд, провязываем 4 изнаночных, из следующей петельки вывязываем 5, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Далее у нас будет изнаночная, лицевая, 2 изнаночных, и начинаем закруглять листик. 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Дальше будет 8 изнаночных, две петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые, и петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночными. Дальше будет лицевая петля, и 2 петельки перекрещиваем влево, одна на дополнительной спице перед работой, или я вот так вот меняю местами. Провязываем изнаночную петлю и петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой. Дальше снова из протяжки вывязываем изнаночную скрещенную. Поднимаем протяжечку на левую спицу и провязываем ее изнаночной за переднюю стенку. Дальше будет изнаночная петля. И смотрим на схему. У нас стоит цифра 3. Значит, нам нужно провязать это так. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Дальше 1 изнаночная. 2 вместе провязываем изнаночной и 6 изнаночных до конца ряда. Вот такой у нас, мы провязали 13 рядов, вот так получается. В 14 ряду мы вяжем петли по рисунку и не забываем вот эти 3 петельки провязать вместе изнаночной. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Не забываем про петлю листика. Вяжем 15 лицевой ряд. Провязываем 4 изнаночных, 5 лицевых,
2 петельки перекрещиваем в правую сторону, одну оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую петлю, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Можно просто поменять петли местами. Дальше из следующей петельки вывязываем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Дальше у нас будет 9 изнаночных. Затем оставляем одну петлю на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые, и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Далее будет 2 изнаночных. Теперь внимание, смотрите на схему, у нас цифра 1, значит мы начинаем вывязывать вот такой же листочек, только уже вот с этой стороны. Вывязываем из этой петельки накид, лицевая, накид. Дальше будет изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова из протяжки между петлями вывязываем изнаночную скрещенную. Далее будет изнаночная петля. И теперь внимание, у нас стоит цифра 4. Значит, мы эту петельку вывязываем следующим образом. 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых. Дальше у нас будет изнаночная петля. 2 вместе провязываем изнаночной и 5 изнаночных до конца ряда. В 16 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 17 лицевой ряд, провязываем 4 изнаночных, закругляем листик, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, лицевая петля, и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Дальше у нас будет лицевая петля, изнаночная, 5 лицевых, 7 изнаночных, 2 петельки оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые, и петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночными. Дальше вяжем 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, и видим перед собой цифру 2. Провязываем ее так: лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Дальше у нас будет изнаночная петля, и из протяжки между петлями вывязываем изнаночную скрещенную. Здесь нужно быть просто внимательным, смотреть на схему и прям по одной петельке вот вязать потихоньку, чтобы не запутаться. Дальше будет лицевая петля, 2 изнаночных, снова из протяжки вывязываем изнаночную скрещенную, 1 изнаночная, и далее у нас стоит цифра 5. Мы провязываем все вот эти петли листика лицевыми, будет 9 лицевых. Дальше будет изнаночная петля, 2 вместе провязываем изнаночной, и 4 изнаночных у нас будет до конца ряда. Так, 18 изнаночный ряд я показываю, как провязать в конце листики. Вот, мы дошли до листиков.
Первый листик у нас еще, мы его не заканчивали, мы так и провязываем 5 петелек, у нас будут 5 изнаночных с изнаночной стороны. А вот этот листик нам нужно провязать вот эти 3 петельки вместе изнаночной. Итак, мы провязываем 5 изнаночных. Затем будет у нас лицевая петля, изнаночная петля и 3 вместе провязываем изнаночной. Будьте внимательны. И до конца ряда у нас будет 4 лицевых. Я советую почаще заглядывать на лицевую сторону, когда вы вяжете изнаночные ряды, и особенно вот в этом месте, где мы вяжем вот такие листики или ягодки. Вяжем 19 изнаночный ряд, 5 изнаночных, из одной петельки вывязываем 5. Лицевая накид, лицевая накид, лицевая, изнаночная петля и закругляем листик. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет 6 изнаночных. Теперь нам нужно 4 петельки перекрестить в правую сторону. Я уже буду без дополнительной спицы. Оставляем одну петлю на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых. Я вот просто поменяла местами, но буду говорить так, как будто я вяжу с дополнительной спицей. И петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше будет изнаночная петля. 2 вместе провязываем изнаночной. Изнаночная петля. Дальше смотрите, у нас цифра 3, значит нам нужно вязать листик. Следующим образом мы провязываем петли под номером 3. 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. Дальше будет изнаночная петля. Вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки. Снова изнаночная петля. 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Одна на дополнительной спице у нас будет перед работой. Провязываем изнаночную петлю. И петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. Дальше будет 2 изнаночных. Изнаночная скрещенная из протяжки. 1 изнаночная. И теперь закругляем большой листик, точно так же, как мы закругляли маленький. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Дальше у нас будет 5 лицевых и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Затем будет изнаночная петля. 2 вместе провязываем изнаночной и 3 изнаночных до конца ряда. В 20 изнаночном ряду вяжем петли по рисунку и не забываем про вот эти 3 петельки, которые нужно провязать вместе изнаночной. А вот эти петельки, где мы начали вывязывать листик, мы провязываем 5 изнаночных. Вот когда дойдем, вот эти 3 будем провязывать вместе изнаночной, а здесь будет 5 изнаночных. Это будет в 20 изнаночном ряду, а остальные петли мы вяжем по рисунку. Вяжем 21 лицевой ряд, 5 изнаночных, 5 лицевых, 6 изнаночных, 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевых,
Петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными. Дальше будет изнаночная петля. 2 вместе провязываем изнаночной. Снова изнаночная петля. И смотрим цифры 4 и вяжем петельки следующим образом. Будет у нас 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых, изнаночная петля, поднимаем протяжку между петлями и вывязываем из нее изнаночную скрещенную. Дальше будет 3 изнаночных, лицевая петля, 3 изнаночных, снова из протяжки вывязываем изнаночную скрещенную, изнаночная петля и смотрим цифра 7. Закругляем листик дальше. 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Дальше будет изнаночная. 2 вместе провязываем изнаночной и 2 изнаночных в конце ряда. В 22 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку. Вяжем 23 лицевой ряд. 5 изнаночных, закругляем маленький листик. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Не забудем в изнаночном ряду эти 3 петельки провязать изнаночными. Дальше будет 5 изнаночных, одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых, заговариваться уже стало, и петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше будет 2 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной, 1 изнаночная и цифра 5, смотрим на схему, провязываем все 9 петель листика лицевыми. Дальше у нас будет изнаночная петля. Вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки, 4 изнаночных, лицевая, 4 изнаночных, снова вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки, 1 изнаночная и продолжаем закруглять листик. 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Дальше будет изнаночная, 2 вместе провязываем изнаночной и изнаночная петля в конце ряда. В 24 ряду изнаночном провязываем петли по рисунку, не забываем вот про эти 3 петельки листика, которые мы должны провязать 3 вместе изнаночной. 25 лицевой ряд, провязываем 10 изнаночных, дальше 1 петельку оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше будет 2 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной, 1 изнаночная, закрываем листик дальше, у нас перед нами цифра 6, она провязывается так: 2 вместе лицевой с наклоном влево,
5 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет изнаночная петля, изнаночная скрещенная с протяжки, 5 изнаночных, меняем петельки местами или оставляем одну на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю и первую петельку, которая была перед работой, провязываем лицевой. Дальше будет изнаночная петля, и на следующей петельке из следующей петли вывязываем 5 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Вот мы здесь закончили вывязывание вот этой грозди. Теперь мы начинаем с этой стороны это вывязывать. Дальше будет 2 изнаночных. Поднимаем протяжку между петлями и вывязываем из нее изнаночную скрещенную. Дальше будет изнаночная петля. И теперь вот у нас 3 петельки. Провязываем все 3 петли лицевой с наклоном в правую сторону. Я не знаю, можно лицевой с наклоном в левую сторону попробовать провязать. Дальше будет изнаночная петля и 2 вместе провязываем изнаночной. В 26-м изнаночном ряду вяжем петли по рисунку. 27 лицевой ряд, 10 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной, 1 изнаночная. Смотрим на схему, цифра 7. Закругляем листочек следующим образом. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет изнаночная петля. Из протяжки вывязываем изнаночную скрещенную. 7 изнаночных. Одна лицевая, 1 изнаночная, 5 лицевых, и 7 изнаночных до конца ряда. В 28-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 29 лицевой ряд, 10 изнаночных, 3 лицевых, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем изнаночной, 1 изнаночная. Далее у нас на схеме стоит цифра 8. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет изнаночная петля. Вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки. 8 изнаночных. Перекрещиваем 2 петельки в левую сторону, 1 на дополнительной спице за работой. Перед работой провязываем изнаночную петлю, петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой. Дальше у нас закрываем маленький листик. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
И до конца ряда у нас будет 7 изнаночных. В 30 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку и не забываем, что у нас в маленьком листике, вот он, уже сразу он в начале будет, после 7 лицевых, мы провязываем 3 вместе изнаночной. Все, далее петли идут по рисунку. Вяжем 31 лицевой ряд, провязываем 10 изнаночных, три лицевых, 2 вместе провязываем изнаночной, 1 изнаночная. Перед нами цифра 9 на схеме. Мы закрываем листик, провязываем 3 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Дальше у нас будет изнаночная петля, изнаночная скрещенная из протяжки, 7 изнаночных, и из следующей петельки вывязываем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Далее будет 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, и снова из петельки вывязываем, из одной вывязываем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И 5 изнаночных у нас будет до конца ряда. В 32 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 33 лицевой ряд, 10 изнаночных, теперь мы будем 4 петли перекрещивать в левую сторону. 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Далее у нас будет 11 изнаночных. Пять лицевых, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, оставляем одну на дополнительной спице перед работой или меняем петельки местами, провязываем изнаночную петлю и петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой. Дальше будет 1 изнаночная, 5 лицевых и 5 изнаночных в конце, до конца ряда. В 34 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 35 лицевой ряд, 10 изнаночных, и начинаем вывязывать большой листик с этой стороны, вот с правой стороны. Смотрим на схему, цифра 1. Вяжем накид, лицевая, накид. Дальше 5 петель перекрещиваем в левую сторону. 3 оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 1 изнаночную, не забываем про накид, его легко здесь потерять. 1 лицевую. И петли с дополнительной спицы мы вяжем лицевыми. Дальше будет 9 изнаночных. Закрываем листик, начинаем закруглять. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
Далее будет изнаночная петля. Из одной петельки вывязываем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Изнаночная петля, лицевая, изнаночная. И снова закругляем следующий листик. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И до конца ряда у нас будет 5 изнаночных. В 36-м изнаночном ряду вяжем петли по рисунку. И не забываем, что петли листика, вот они 3 петельки, нам нужно провязать вместе 3 вместе изнаночной. Вот, значит, вяжем 5 лицевых, закрываем 3 вместе изнаночной. Дальше у нас будет лицевая, изнаночная, лицевая. 5 изнаночных, это мы вывязали, вывязываем новый листик. Лицевая петля и снова провязываем 3 вместе изнаночной, закрыли следующий листик. Все, дальше петли вяжем по рисунку. Вяжем 37 лицевой ряд, 7 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной, изнаночная петля и вывязываем листик дальше. Перед нами цифра 2, вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Далее будет изнаночная петля. Вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки. Лицевая петля. И перекрещиваем 4 петельки вправо, влево вернее, 3 оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем одну лицевую и петли с дополнительной спицы мы вяжем лицевыми. Дальше будет 10 изнаночных. Пять лицевых, изнаночная петля, перекрещиваем 2 петельки в левую сторону или меняем их местами, или оставляем одну на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю и петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой. И до конца ряда у нас будет 6 изнаночных. В 38 изнаночном ряду провязываем петли по рисунку. Вяжем 39 лицевой ряд, 6 изнаночных. Далее 2 вместе провязываем изнаночной, 1 изнаночная. Перед нами цифра 3, вяжем листочек дальше. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Далее будет изнаночная петля. Вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки. Одну петлю оставляем на дополнительной спице за работой или меняем петельки местами. Провязываем лицевую петлю. Петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше у нас будет лицевая петля. И перекрещиваем 5 петель в левую сторону. 3 на дополнительной спице у нас будет перед работой. Провязываем 2 изнаночные. И петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Далее будет 8 изнаночных. Закругляем маленький листик. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Не забудем
в изнаночном ряду эти 3 петельки провязать вместе изнаночной. Дальше будет 2 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, и из следующей петельки вывязываем 5. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И 4 изнаночных у нас будет до конца ряда. В 40 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку и не забываем про маленькие листики. Провязали 1 листик, 5 изнаночных. Далее до следующего листика петли по рисунку, и вот они 3 петельки, мы провязываем их вместе изнаночной. Все, и вяжем петли по рисунку. Вяжем 41 лицевой ряд, 5 изнаночных, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, и вяжем листик, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых. Дальше будет изнаночная петля, вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И вяжем, начинаем вязать листик с левой стороны, накид, лицевая, накид, 2 изнаночных, 4 петельки перекрещиваем влево, 3 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Далее будет 9 изнаночных. Затем из одной петельки вывязываем 5, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Перекрещиваем петли влево, 1 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петля с дополнительной спицы провязывается лицевой. Дальше будет 5 лицевых петли листика и 4 изнаночных до конца ряда. В 43 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 43 лицевой ряд, 4 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной, 1 изнаночная, и продолжаем вязать листик. У нас на схеме цифра 5. Все 9 петель листика мы вяжем лицевыми. Дальше будет изнаночная петля, вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки, 2 изнаночных, 1 лицевая, снова вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки, 1 изнаночная, у нас на схеме цифра 2, вяжем листик следующим образом: 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Дальше будет изнаночная петля, 2 вместе провязываем изнаночной, 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 изнаночных, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Далее будет 7 изнаночных, 5 лицевых,
1 изнаночная, 1 лицевая и закругляем листочек маленький. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Не забудем в изнаночном ряду провязать эти 3 петельки вместе изнаночной. И до конца ряда у нас будет 4 изнаночных. В 44 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. И вот не забываем про маленький листочек. 3 вместе изнаночных. Вяжем 45 лицевой ряд. 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная и закругляем большой листик. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так мы провязали петли в листике по цифре 6. Дальше будет изнаночная петля, изнаночная скрещенная из протяжки, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо, 1 на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую петлю, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Дальше будет изнаночная петля, изнаночная скрещенная из протяжки, изнаночная петля. И смотрим на схему, у нас цифра 3 на схеме. Провязываем 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Дальше будет изнаночная, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная. И перекрещиваем 4 петельки влево, 3 на дополнительной спице у нас перед работой. Провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Дальше будет 6 изнаночных, закругляем маленький листик, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Эти 3 петельки листика в изнаночном ряду нужно провязать 3 вместе изнаночной. Дальше будет изнаночная петля и вывязываем из одной петельки 5 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И до конца ряда у нас будет 5 изнаночных. В 46-м изнаночном ряду вяжем петли по рисунку и не забываем про 3 петельки маленького листочка, которые нам нужно провязать 3 вместе изнаночной. Вот они. Вяжем 47-й лицевой ряд. 2 изнаночных, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 2 петельки, перед нами цифра 7, провязываем ее петли по ней следующим образом. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет изнаночная петля, изнаночная скрещенная из протяжки, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, снова изнаночная скрещенная из протяжки, 1 изнаночная и перед нами цифра 4. Провязываем 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых. Дальше у нас будет изнаночная петля, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная и перекрещиваем 5 петель в левую сторону. 3 на дополнительной спице оставляем перед работой. Надо было здесь взять все-таки эту спицу.
Провязываем 2 изнаночных, петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Далее будет 6 изнаночных, 5 лицевых, и 5 изнаночных. В 48 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 49 лицевой ряд. Провязываем 1 изнаночную, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночную. Дальше цифра 8, закругляем листик. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет 1 изнаночная. Поднимаем протяжку и вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки. Дальше 4 изнаночных. Одна лицевая, 4 изнаночных. Я тут распускала, поэтому петельки лежат у меня уже не так. Снова поднимаем протяжку, вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки. Дальше будет 1 изнаночная, и у нас на схеме цифра 5, вяжем 9 лицевых. Это петли листика, мы уже вяжем их лицевыми. Дальше у нас будет 1 изнаночная, 2 вместе вяжем изнаночной, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 3 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Дальше будет 5 изнаночных. И закругляем петельки маленького листика. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше у нас будет до конца ряда 5 изнаночных. В 50 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и не забываем про 3 изнаночных петелек маленького листика. Вот они у нас. Провязываем их 3 вместе изнаночной. Далее петли по рисунку. Вяжем 51 лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 2 вместе изнаночной. Затем изнаночная петля и провязываем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Закончили вязать листик. Дальше будет изнаночная петля. Провязываем изнаночную скрещенную из протяжки, 2 изнаночных. Из одной петельки вывязываем 5. Лицевая накид, лицевая накид, лицевая. Дальше будет изнаночная петля и вправо перекрещиваем 2 петельки. 1 петля на дополнительной спице за работой. Провязываем лицевую петлю, петля с дополнительной спицы провязывается изнаночной. Затем будет 5 изнаночных. Из протяжки вывязываем изнаночную скрещенную. Затем будет изнаночная петля. И вывязываем петли листика под цифрой 6. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет изнаночная петля, 2 вместе изнаночной, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 3 на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю и петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми.
И до конца ряда у нас будет 10 изнаночных. В 52 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 53 лицевой ряд. 7 изнаночных. Пять лицевых. 1 изнаночная, 1 лицевая, 7 изнаночных. Вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки. Дальше будет 1 изнаночная, и по цифре 7 закругляем петли листика. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет изнаночная петля, 2 вместе провязываем изнаночной, 2 изнаночных. Затем будет 3 лицевых и 10 изнаночных до конца ряда. В 54 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 55 лицевой ряд, 7 изнаночных, закругляем листик, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 2 петельки перекрещиваем в правую сторону, 1 петля на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую петлю, петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Затем 8 изнаночных. Вывязываем изнаночную скрещенную из протяжки. Одна изнаночная и петли листика под цифрой 8. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше будет изнаночная петля, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 3 лицевые и 10 изнаночных до конца ряда. В 56 ряду петли вяжем по рисунку, только не забываем про вот эти 3 петельки, которые мы провязываем изнаночной петлей, все 3 вместе. 57 лицевой ряд – это последний лицевой ряд раппорта. Провязываем 5 изнаночных. Дальше смотрите на схему. Мы из одной петельки вывязываем 5 и продолжаем, чтобы продолжить вязать дальше. Если вы уже закончили, то здесь уже вязать ничего не надо. Я сейчас закончу, я не буду идти вязать 5 из одной. А если вы продолжаете вязать раппорт, то вывязываете 5 петель из одной и далее будете повторять узор с 7 ряда, как я говорила в начале. Дальше будет 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. И снова из одной петельки мы вывязываем 5, если мы будем продолжать вязать раппорт в высоту дальше. Я не буду сейчас этого делать. Я провязываю эту петельку изнаночной и вяжу 7 изнаночных. Затем из протяжки вывязываем изнаночную скрещенную, изнаночная петля, 3 петельки вместе провязываем лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Дальше будет изнаночная петля,
2 вместе провязываем изнаночной, 3 лицевых и 10 изнаночных до конца ряда. В 58 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Ну все, любуемся тем, что у нас получилось. А получился изумительный узор. Смотрите, какие красивые веточки, гроздья. Как они будут прекрасно выглядеть, если этот узор будет вязаться сверху вниз, вот так вот, как настоящие грозди. Очень красивый узор. Узор требует внимательности. Узор большой, узор шикарный. Давайте скажем спасибо Наталье Лебедевой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете, нажав на слово «Еще» под видео. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!